Утро доброе, весеннее. 23 апреля. Вот там за Клязьмой у нас уже Владимирская область начинается. Кафе «Русь», кстати, хвалят. И удобства здесь хорошие. И магазин есть. Вот там туалет, все дела. Но, как я вчера и говорил, вот вы видите, что происходит. Видите, да? Все забито. Как селедок в бочку напихали машин. Жажда наживы берет свое. Окончательно убедился. Я знал, что это такое происходит, но не думал, может быть, что-то поменялось. Ничего тут не поменялось. Вы понимаете, да? Ну вот даже пример взять. Сейчас 5 утра. Так, тут у нас все хорошо. 5 утра. В принципе, ну, я планировал отстоять 11 часов, но так как мне не спится, в принципе, сейчас умыться, попить чай, и я могу ехать. Мог бы. Но я не могу. Потому что вот впереди коллега. А если он, ну, мало ли там, передумает выезжать рано, забухал, ну, это я как один из примеров. Там сломался автомобиль, еще что-нибудь. Когда мне нужно будет выезжать? Когда вот этот коллега поедет. Здесь тоже выкрутить. Не, ну выкрутить-то я тут выкручу. Этого я не уцеплю. Ну, то есть, я не могу ехать сейчас. Потому что вот так вот красиво меня здесь поставили. Но это полбеды. Ладно. Сказал, поеду в 7. Ну, значит, тут растянем удовольствие в плане умывания, там, туда-сюда. Бог с ним. Уже не устану об этом повторять. Ну вот, не дай бог что. В любом из автомобилей что-то произойдет. Ну, как пример, пожар, например. Ой, бля. Yandı. Точно. Allah yetişime göstermez. Vay dede. Oy be. Allah yetişime göstermez. Amin amin. 35 dakika. Saniye çəkmədir, saniye çəkmədir. Oy dədə. Oy dədə, Allah ilah eləsin. Bir dənə Azərbaycanlı idi, nə qədər startıb tapa bilmədi. Heyf.
Вы понимаете, сколько тут техники, машин пострадает, и, возможно, людей, только из-за того, что местные хозяева набили сюда их, как килек в банку. Мы ездим там, где волки срать боятся. Ну-ну. Интересно, где ж вы так ездите, Метатранс? Понимаете, да? Все спят. Что-то началось. Пока кто-то проснется, пока кто-то кого-то разбудит, пока кто-то где-то заведутся, воздух накачает. Еще что-нибудь. Здесь беда будет такая, может быть, не дай бог, фу-фу-фу. Дай бог, чтобы этого тут никогда и не произошло. Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Хозяева потом что скажут? Виноват охранник. А что охранник? У него 3 рубля зарплата. 3 копейки. Что он сделает? Это охранник виноват. Это он так парковал. Мы не хотели. Мы требовали, чтобы он так не парковал. Это его косяк. И все. Крайний будет вот этот вот чел, который меня вчера сюда загонял. Но от этого-то будет не легче. Кто там будет крайний, кто там будет не крайний. Фишка-то в другом. В общем, ставим крест окончательно и бесповоротно. Лучше я буду стоять на какой-нибудь дырявой, ямы по колено. Ну вот, коллега, слава богу, там уже проснулся. Уже хорошо. На кривой, косой, без интернета, без родины, без флага, без связи стоянки. Но чтобы вот такого не было. Чтобы, если не дай бог что, а ведь ты ж не знаешь, когда. Знал бы, где упадешь, соломку подстелил бы. Чтобы был хоть какой-то шанс себя спасти, уверенное тебе имущество спасти. А здесь даже если ты захочешь его спасти, ты просто физически не сможешь это сделать, если не дай бог что. Это лично сугубо мое мнение, имею право, я его высказал. У каждого может быть свое мнение. Хвалят, тут и кафе, говорю, хвалят на этой стоянке, все. Но вот это вот паркование, как шпроты в банке, это ни к чему хорошему не приведет. Дай бог, чтобы и не привело. Но ставим крест на этой стоянке. Я уже знал про это. Но вчера вот все-таки думал, ай, дай заеду, проверю. Заехал, проверил. И теперь уже 3 стоянки, которые вот это М7 на объездной Чебоксар и 2 сестры. Все. Это уже лично я на них больше стоять не буду. Только вот из-за этого паркования. Ну, М7 на объездной Чебоксар, там понятно, она там сама по себе какая-то вообще дрявая. 2 сестры, которые за Кемерово. Вроде бы неплохая стоянка, и кухня хорошая, все. Площадка там позволяет. Это здесь поток машин такой идет. Ну, а бабки-то что? Все же хотят заработать побольше. А там-то площадка позволяет, мне кажется, там даже паркуй ты там правильно. Все равно места хватит и всегда будет кому заехать. Нет, вот надо забивать так. Не думают люди о последствиях. Это плохо. Политинформация закончена. Поныл с утра. Ну не поныл, это констатация фактов. Когда уже, потом, когда уже произойдет, уже будет поздно. А что ты с этого охранника?
скажут: а что ты заезжал? Ты же знал, что тут так паркуют. Зачем ты сюда остановился? А это все жажда наживы. Побольше, побольше, побольше. Ну так, конечно, считайте. Вот еще 2 ряда за мной поставили. За мной можно было, я не знаю как-то, ну, может быть, ряд еще. И то не за мной, оставить промежуток, потом поставить ряд. А так еще 20-30 машин лишних с каждой машинки. Вот вам и денежка. Ё-моё, Платон, доброе утро вам тоже, да. Здрасте. Ну, вроде коллега уже все, готов на выезд. Поехали, и мы чай попили. Погнали. Резко все разъехались. Прямо раз. И дружненькой компанией все разбежались. Все побежали. Значит, и я побежал. Поехали и мы. До дома нам отсюда еще 1084 километра. Сейчас сразу же попадем во Владимирскую губернию, да? Как она там поживает? В сторону Москвы поживала не очень. Сейчас заценим. Еще 173, здесь 341 до Москвы. Клязьму сейчас перевалим, рацию включить. Зачем, только не знаю, пускай будет включено. Клязьма, за ней Гороховец, потом Вязники. Так, мостик, все как всегда. Горностай. Сегодня воскресенье. Ну еще пока раннее утро. Какая прелесть. Опа! Так что тот участочек там Петушков, там Покров. Надеюсь, пройдем без особых затруднений. И подлатали тоже, видите? Подлатали, подлатали. Уже легче.
diving deep. Where is the water taking me? Trying hard, bittersweet. Cabin fever's pulling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. I'm drowning, drowning, drowning. I'm drowning, drowning, drowning. I'm drowning, 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 colors draw me, gravity to the bottom of the sea. Making waves, I'm making waves to leave this place. I'm drowning, drowning, drowning. Drowning, drowning, drowning. Drowning, 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 От границы до Вязников самая плохая дорога — это в Вязниках. Приходится тут это жик-жик-жик-жик маневрировать. А так, в общем-то, сейчас уже терпимо. Все. Вот так вот латок накидали, конечно. Не везде вот прям асфальтом закатали, а вот чисто, ну, как обычно у нас. Приехали, набросали, машинами укатают. Это ненадолго. Ну, как бы, хоть ехать можно. Ни одной мелкой не было, чтобы колеса ремонтировали. По большей части это их диски, там колеса, диски лупили-то ночью, когда плохо видно. Днем-то в любом случае яму видно заранее. Но по сравнению с тем, что было тут в марте, можно сказать, почти земля и небо, если сравнивать. Здесь нету знака населенный пункт. Сняли его, Маша, сняли. Устаревшая у тебя информация. А нет, не сняли.
Это значит, я прошляпил где-то. Он когда там подъезжаешь к Вязникам, появляется знак населенный пункт, потом заканчивается. И где-то я, видно, там еще был на белом фоне, потому что вот, видите, заканчивается. Но я все равно там быстро не ехал, на скорость-то не попал. Даже если камеры где-то и висели. Что-то как-то знак-то не заметил. Косячок. Бывает. На ямки смотрел, чтобы как фильм среди них маневрировать. Знак не заметил. Не страшно. Вот здесь, знаю, да, Чудинова. Тут висит населенный пункт. И светофор тут тоже есть. По-моему, он сейчас горит красным светом. Да-да. Еще Покров. В Покрове все спокойно. Спят седые войны. Или не спят. Наверное, я зря во второй ряд, конечно, залез. Может, и не зря. Надо было свинтить в первый. Ну ладно. Пока тут еще все норм, время без 15:11. Давайте, наверное, я в первый ряд свалю. Еще мне тут во втором. Сейчас все равно буду разгоняться долго. Сзади все нервные. Момент надо учитывать. Ну, типа залатали, да? Ну да. Тут же первый, что второй одинаковый. Главное, что мы едем. А вот после обеда тут будет все стоять. Все будет стоять, причем, скорее всего, наглухо. Ох, какая тут, да? Яма, да? Не дай бог нам туда вправо нырнуть. Глаза озверели. Пошли мы во второй. Есть такое дело, да? Превышаем немножко. Ну, хорошо.
хорошо, сейчас что тут дальше? Опять М12, потом ЦКАД. Тут где-то 2 с копейками я вот сейчас полез. Тут едет. Мне туда до Юшкова доехать. Ну да, на часик заедем там. Уважаемые гости города, приглашаем вас. С одним очень хорошим человечком повидаться. С его высокопреосвященством. По кофеину сделаем. Вот здесь сделали. Все как в Европе. За бугром. Вот там парковка для грузовиков. Все разметочка, все четенько. Здесь для легковых. И я так остановился тут буквально на 5 минут. Поэтому как бы я уже туда не поехал. Вот такие парковки должны быть. По максимуму. Заправка, стоянка. Ну, хотите вы сделать платную, потом там поставьте какой-то шлагбаум. Заехал, пошел вот на заправку, оплатил. Если уже на то пошло. Здесь как бы платная дорога, может, поэтому стоянка тут, ну, не может, я уверен, что здесь бесплатно. А так все, смотри, какая все. Вот так должно быть. А не то, что ты заезжаешь, и тебя как... Чтобы только чей-то карман частный набить. Как селедок пихают в эту... на эту площадку. Я еду, да, и мне, если честно, мне стыдно. Все такие чистенькие. Погодка шепчет. Че, в маечке гуляю. 18 градусов. Вообще песня. Босиком, в тапочках. Все как положено. И тут я навстречу такой... мягко, скажем, слегка грязноватый. Ой, кошмар. Постепенно, я думаю, мы придем к чему-нибудь, чтобы вот так вот было. Ну, а там я же говорю, что, ну, хотите вы сделать платную ее, ну, ради бога, делайте. Говорю, поставили на въезде шлагбаум. Заехал, на кнопочку нажал, тикет взял. Заехал на стоянку, все на камерах, например. Пошел на заправку, оплатил. Все. Вот. Что-то надоело ехать, надо походить немножко, погода шепчет. Погулять не чуть-чуть. Пойдем, может, откроем? И когда я последний раз туда внутрь-то заглядывал? Ой. А с этой стороны? Ужас. Ужас. Варежку возьмем. Одну. Пойдем заглянем. Что у нас там? Внутри-то делается. Ну, видите, тоже. Не, ну это еще куда не шло. Вот это вот колесико и вот это. Говорю, вот еще два. Ну, как бы вот я бы сделал, я бы их еще на середку бы поставил. Вот это переднее, вот это. На среднюю ось бы кинул, оно бы еще походило бы. Там рейсик 2, оно бы еще съездило. Ну, должно, по идее. Ну, а здесь, конечно, без слез не взглянешь. С правой стороны. Тут уже резина. Тут уже резина. Ну, может, хоть парочку новых дадут. Все тут как в лучших домах. Все в огне, может быть, даже не ходить. Good. Good.
Ну, тогда поехали. Кости размяли маленько. Ката же одну руку умудрился закрыть. Роза. Тогда погнали дальше. Весь смысл в том, ну, в моем понимании, может, я ошибаюсь, что вот, ну, то, что вот стоишь там на всех этих стоянках платных, якобы под охраной, якобы. Если что-то там у вас украдут, у вас, у нас, то вы ничего не докажете все равно. Платите не за охрану, ну, платим. Мы платим за то, что мы стоим на частной территории. Вот и все. Да, конечно, там территория огорожена, все понятно, что будешь стоять на обочине, у тебя больше шансов, что с тебя сольют солярку. Там или чего-нибудь из прицепа вытащит. Конечно, на всех этих стояночках, на всех стоянках таких априори это все шансы в разы меньше. Но если даже что-то произойдет, то я не думаю, что получится что-то доказать. Если, конечно, на камерах ничего видно не будет. Хотя на некоторых стоянках ты стоишь, там не то что камера. Вообще ничего нет. Просто платишь за то, что ты заехал туда и ты там встал. Но это тоже мое мнение. Может быть, у кого-то другое. С удовольствием почитаю, послушаю. Ваше мнение на эту тему. А так вот, стоянка огорожена камерой, да, вот просто что никто не охраняет. Когда на камерах, просто что тебя видят там, и если что-то, допустим, там произошло, то, возможно, можно будет что-то доказать. Будет видно. А так, как пишут, что охрана, никто там не ходит, никого не охраняет. В понимании смысла слова охрана. Вся их задача только стоять и снимать с тебя денежку, когда ты заезжаешь. Опять же, могу ошибаться, это было мое мнение. И имею на него полное право. Если у вас есть другое, высказывайте. Почитаем, подискутируем. 21 градус на улице. Очуметь. Это уже не весна, а сразу лето. Класс. Мы уже на Минке. Сейчас уже сольемся здесь с общим потоком. Ну, видите, в сторону Москвы. По бесплаткам уже. Поток. Время 3:30. Время 3:30. До базы отсюда 654 километра. Ну, понятно, сегодня в Минск точно не попадаем. Думаю, сегодня даже границу не пойдем проходить. Что-то не хочется, нет у меня настроения сегодня вечером этим заниматься. Может, конечно, и колейки-то и не быть. А может и быть. Доедем сегодня до этого. До Суетова. Там надо по магазинам прошвырнуться. По магазину. Кое-что посмотреть. Так, по мелочам. Да и там заночуем.
А завтра с утреца по холодку уже поедем до дома. Я сейчас пока туда доеду, до Суетова, так уже и время там уже часов 8 будет вечера, наверное. Или что-то около того. Ну вот, видите, до 3:30 вот уже сплошной поток. Москва домой возвращается. Завтра понедельник. На работу всем. Сегодня, наверное, будет перекрыт поворот вот со 108-й выезд. И когда вот выезжаешь отсюда и налево, чтобы повернуть на Минск, скорее всего, будет закрыт. Чтобы не перекрывать, то есть не включать красный свет идущим на Москву, чтобы там колейку не собирать. Вылез сейчас передо мной? Не вылез. Обычно всегда так в выходной день. Ну, сейчас подъедем, посмотрим. Ну, думаю, что так оно там и есть. Потому что сейчас на минуту останови этот поток лишний раз, так и все. До Смоленска колейка соберет сразу же. Ну, доедем, посмотрим. Стоят, хотя там ничего не держит, никакого светофора, ничего, ни аварии, ничего нет. Да, камера стоит. Сколько я тут должен ехать-то? Вот сейчас за горочкой Дороховский перекресток. Чуть раньше был перекресток, то есть получается километра 3, наверное. Нет, красный зажигают все-таки. Я думал, вообще не зажигают. Нет, зажигают. Это если туда, на север идти. Ну а на юг вот все, вот они вот все стоят, чтобы уйти на юг, туда, налево. Нет, зажигают, правильно. Тут же налево-то отсюда надо поворачивать. Просто все-таки думаю, оттуда, с левой стороны. Да и как-то и колейки-то нету, уж удивительно. Не успел собраться, что ли? Как так-то? Должна быть. Нет, поворачивает он фура. Значит, не запретили. Ну, удивительно. Сколько раз сюда в выходной не попадал? В воскресенье. Со 108 в сторону Минска поворот был всегда закрыт. Они знак ставили только направо, и все. Ну, что-то в этот раз, получается, можно. Что он очень долго горит. Наверное, тут это ручное регулирование. Загорелся зеленый. А может и нет. Это те, которые не хотят стоять в колейке. Вот ему сейчас... Вот он, видите, вот он стал, перегородил, все, и чихать ему, что он полосу перекрыл.
Он же не хочет стоять в колейке. Ему надо налево повернуть. О, красавчик. Потом, а чё, говорит, пробки получаются? По большей части вот из-за этого. Из-за таких вот красавцев. Один цикл только закрыли, светофор загорелся красный. Сколько уже за раз насобиралось. А сейчас еще сезон приходит, уже все. Подснежники что же выезжают? Не только те, кто постоянно ездит, еще и подснежники вылазят, которые ездят 2 раза в год. Весной на дачу, осенью с дачей. В машине 20 лет, у него 15 тысяч пробега. 2 ТО только было. Или вообще одно. Нифига кран наваливает. Чё тормозим-то? Ну, 85 догнать не могу. Ладно, не буду я его догонять. Сейчас сюда вот на Татнефть заедем. Стекло он от букашек, по-моему. Но не солидно, правда? А, это ж вот это точно. Это ж вот эта Татнефть, которая не доливает. О, видите, и ни одной машины уже нет. Как стали не доливать, перестали к ним все ездить. Ну, во всяком случае, наша фирма так точно перестала. Одно ж время мы сюда тоже постоянно поехали. Потом прямо на фирме говорили, что мы, говорит, видим поголовный недолив от всех машин. Именно здесь. Ладно, сейчас стеклышко помою, и мы поедем дальше. Мне не здесь заправляться. Мыл стекло, что не мыл. Оно какое было, такое и осталось. Я мыл. Сейчас слово. Вечная напасть сейчас будет. Летом с этими зверушками. Что, Суетово? 7 часов без 5. Ли мне судя на границу ехать? Там, наверное, опять колейка. Никакого желания нет. Сейчас пока здесь пошаришься. Потом пока заправишься, заедешь, пока конфеты туда-сюда. Ну все как всегда, ничего не меняется. Ты к границе приедешь только часам к 11. Колейка, может, часа на 3 будет. Может, нет колейки, не знаю. Если ее нет, то ее и завтра не будет. Поедем в Суетово спать. Завтра часиков в 6 утра. Чухнем отсюда. Отсюда 400 километров до базы. Здесь, правда, нет дорожной сети. Ничего страшного. Золотом принимаем. Что, поехали спать. Постникова, оказывается, людей, а? Не знал. Торопиться некуда. Завтра только понедельник. Загружаться нам в среду.
задом ехать отсюда. Причем с закрытыми глазами. Работаем круглосуточно. метров поверните направо. Спать и чек надо. Все надо. Через сколько поедете? 9-11 сутки. 11. Ну, поближе поставить или на дальнюю? Я туда поеду. Ну там или справа к забору. А, с забора справа стороны. На дальнюю поедем. Ну как на дальнюю? Не совсем уж там на дальнюю. До магазина далеко будет идти. Пройтись тоже не мешало бы. Тут вот с правой стороны вот там станем. Здесь поближе, здесь и там пылища, а на улице-то 19 градусов. Форточку надо открывать. Будет. Через 160 метров поверните налево. Не, ну ночь-то еще и без форточки можно ночевать. Тут можно было в принципе вот стать с левой стороны, там как раз на одну машинку была. Знаете что, наверное, ладно. Раз, блин, не, ну тут это пылище, что-то тут на это. Наверное, я развернусь, поеду там, как раз место на одну машину было. Сейчас вот. А Лютех пропустим. А, Лютеховская машина. Да, Лютеховская. Сами тоже ездят. На дальней не хочу эту сторону. В принципе, тут машины выезжают, пыль поднимает. Но не так. Форточки-то уже открывать надо. Во всяком случае, сейчас пока еще спать не ложится. Вот здесь вот станем. И все. Гуд. Вот так и будем ночевать. Солнце светит. Ух, какой тигр, смотрите, интересный. Нет, медведь. Видите, такой у него симпатичный. Ну что, пойду. Видите, стекло какое. Все в этом зоопарке. Пойду по магазинчик схожу. О, тут медведь. Там паук. Симпатично тоже так паучок выглядит. Короче, пойду в магазин. Прошвырнусь там туда-сюда. Кушать что-то неохота. Там
В этом как покушали с товарищем Юшкова. Все, пыль пошла, сейчас каждый день выдувать надо. На следующем повороте поверните Летом налево. не угодить, да. Летом свои проблемы, зимой свои проблемы. Вся жизнь не проблемы. Пошел я, ладно. Не буду вам дурить голову. Завтра часов в 6 утра поедем.